Да, вот такая вот она на первый взгляд получилась неплохая машинка, но все же. Сегодня я вам, ребята, расскажу, во что мне вылилось восстановление данного автомобиля. Несмотря на то, что она простояла 8 лет, у меня все-таки получилось ее хоть как-то привести в чувство и продать. И вот получилось ли у меня заработать на этом восстановлении, обо всем об этом вы узнаете. Также, если вы захотите купить себе что-то аналогичное, там 39-ку, вы для себя уясните какие-то моменты, стоит ли вам вообще с этим связываться. Обо всем по порядку, погнали. И небольшая предыстория. Этот автомобиль я купил через знакомых за $1000. Владелец мне сказал, что она стояла 3 года. Я подумал, что в принципе приеду, посмотрю, если она заведется, то тогда я ее заберу. Потому что мне было интересно больше снять ее для контента, а не для того, чтобы на ней что-то заработать. Я приехал, посмотрел, мы ее завели, она проработала 15 секунд и заглохла. Мне этого было достаточно. Я ее кинул на шворку и притянул домой. Чтобы вы понимали общее состояние тачки, у нее ни одна дверь не закрывалась. Какая-то не закрывалась, какая-то не открывалась. Капот был на веревке. То есть до этого он пытался ее восстанавливать. Уже купил какие-то запчасти, пороги, там, диски, резину и так далее и тому подобное. И он все это мне отдал в нагрузку за $1000. Для меня показалось на первый взгляд это интересная покупка. И я думал, что на ней заработаю нормально денег. Но, как говорится, не тут-то было. Как оказалось со временем, после того, когда это я все покрасил, я уже на тот момент вложил в районе 1000 в материалы, в какие-то ручки, там, в мелочевку. Я начал ее восстанавливать технически. И вот тут, когда я восстановил подвеску, и возник определенный вопрос. Она не хотела работать нормально, могла заглохнуть, могла там плавать обороты. Короче, возникли проблемы. Потом, как я узнал, что вот эти двигателя с этими насосами, они через один дурят голову. Постоянно троят, постоянно... Короче, стал вопрос менять насос. Но я понял, что менять насос можно, но опять же, на какой насос? Как он будет работать? Что будет с ним? Кто-то меняет отдельно голову. Какая голова? Какую ты голову купишь? Этим нужно было заниматься. И этим нужно было заниматься уже не самостоятельно, а кому-то платить бабки. В итоге общее вложение без вот этих вот насосов и топливных систем у меня уже вышло за предел. То есть 2500 уже близилось к 3. Ушло именно на восстановление вот это внешки и подвески, там по мелочам еще ручки. И если бы я влез еще и в топливную систему, но благо мне повезло, что я туда не полез, тогда бы я вообще вышел бы в громаднейший минус. Как все получилось? Когда я все это сделал и начал на этой машинке ездить, получилось так, что насос этот разработался. Ну, я каждый день ездил в гараж, там на работу, и так катался. Все это разработалось, и он стал работать максимально похоже на правду. Но все-таки иногда у него были какие-то провалы, какие-то нюансы, но когда машина прогревалась, в принципе, это мог заметить только я. Если я даю машину другому человеку, он этого не заметил. Для себя я сделал вывод, что когда я продавал эту машинку, я понял, что молодые ребята, которые смотрят ее, кто уже там после 30, 35, 40, никто эти машины не смотрит. Их смотрят вот такие вот молодые ребята, 25, 24, 22, которые, ну, любят попонтоваться между собой там в своей компании. Они боятся всех нюансов. То есть, если где-то он что-то увидел, неработающая печка, там, неработающая там какое-то подтраивание в двигателе, там свет дальний там не горит или еще что-то, они очень сильно этого боятся. В принципе, из-за этого я и начал делать подвеску, хотя изначально не планировал. Планировал продать так, как есть. Они все приезжали, крутили носом, но в итоге сделал я эту подвеску. Приехал один молодой человек и забрал у меня ее за $3000.
При этом свои вложения там уже близились к 3000, но я даже не считаю свою работу. И если еще сверху накинуть работу, то это будет где-то 4-4,5 тысячи долларов общая стоимость этого автомобиля, уже моих вложений. Если бы изначально я взял эти, грубо говоря, деньги, то я мог уже купить нормальную, и не было никакого смысла брать эту ушатанную 39-ку. Поэтому, когда вы захотите что-то похожее себе купить и восстановить, вы знаете, что не стоит в это ввязываться. Проще уже купить что-то готовое и хорошенечко с человеком поторговаться. А если уже найти того человека, которому действительно срочно нужны деньги, проще купить у такого. Но я хочу сказать вот что. 39-ку лучше всегда искать в хорошем состоянии. Потому что в плохом и в хорошем это вообще две разные машины. Когда вы ее ищете в хорошем, пускай вы переплачиваете где-то, кажется, на первый взгляд, но получается так, что этот человек, который ее продает в хорошем, он и покупал ее в хорошем, потому что он сам по себе такой, знаете, есть дотошные люди, они дотошно и подходят к выбору автомобиля и покупают у дотошников. И те дотошники у других дотошников. То есть получается так, что эта машина всегда шла по линии, когда за ней ухаживали. Либо, как в моем случае, я купил ее там, где ее постоянно убивали. И ее невозможно уже было восстановить хорошо. Внешку я более-менее сделал нормально, но техническую часть, я вас уверяю, я еще нашел бы, куда еще вложить 1000 долларов. И при этом она все равно не приблизилась к какому-то эталону и идеалу. Продав эту бэшку, я беру эти деньги и покупаю следующий автомобиль. Благо, я еще продал еще один автомобиль, который тоже был у меня в проекте мечты. Кто не знает, я снимал эти видео на ТикТоке, он тоже долго чуть не продавался. В итоге я ее тоже продал, беру эти деньги и покупаю Шкоду Октавию. Ну, грубо говоря, выкупаю у себя, в своей семьи. Буду ее подкрашивать, восстанавливать и продавать соответственно. Единственное, которую я дал бы рекомендацию по поводу вот этих вот старых автомобилей премиум класса, ищите только в хорошем состоянии, не связывайтесь ни с какими нюансами. Когда вам кто-то говорит, тут нужно просто топливный фильтр поменять или воздушный фильтр, кстати, как говорил мне предыдущий хозяин этой 39-ки, что типа она долго стояла, никого не слушайте. Если бы это было так просто, то сам владелец все бы это сделал и продал бы ее гораздо дороже. Покупайте эти автомобили исключительно только от собственников, потому что когда ты покупаешь машину от собственника, ты можешь понимать всю картину. Когда ты покупаешь ее от, допустим, какого-то перекупа, тут я не говорю, что не стоит у них покупать. Я просто говорю, что саму историю автомобиля уже не понять. По рассказам, потому что ты видишь, ну то есть все будет не стыковаться. Поэтому как-то так. Мы двигаемся дальше.